Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня приготовим два вида очень вкусного домашнего майонеза. В стеклянную или керамическую емкость отправляем 2 сырых желтка, половину чайной ложки соли, 2 чайные ложки лимонного сока, 1 чайную ложку горчицы, щепотку черного молотого перца. Все перемешиваем миксером в течение 30 секунд. 200 мл растительного масла будем добавлять постепенно. По 1 столовой ложке взбиваем миксером на высокой скорости после каждой добавки масла. Это займет примерно 10-12 минут. Пока мы взбиваем наш майонез, я расскажу вам о 5 заблуждениях и мифах, преследующих этот соус. Щедро сдабривать майонезом все подряд в наше время стало синонимом дурновкусия и пищевой отсталости. Больше того, соус, который французская кухня относит к разряду благородных, даже заслужил скандальную репутацию. Справедливо ли это? Заблуждение номер 1. Майонез – продукт советского дефицита. Во времена СССР майонез, который на самом деле входил в пятерку основных и благородных соусов французской кухни, получил репутацию спасителя, всего плохо жующегося и невкусного. Знаменитое мясо по-французски тому пример. Жесткие куски говядины под воздействием волшебного соуса из сыра и майонеза превращались в сносное и даже культовое блюдо. Доступность соуса и его вездесущность на фоне дефицита остальных продуктов сделали свое дело. Статус майонеза, который входил в пятерку универсальных и благородных соусов французской кухни, потерял свою значимость. Золотой век промышленного майонеза начался в 30-х годах прошлого века с легкой руки наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна, который привез из поездки в США взбивалки для майонеза, и он стремительно превратился в главный советский соус, который рекомендовали подавать ко всему. Номер 2. Майонез – сплошной жир и лишние калории. Основа классического майонеза – это растительное масло, горчица, уксус и соль. Хотя соус может содержать много дополнительных вкусовых добавок, таких как чеснок, сливки, сахар, свежие травы, сухие специи. В результате взбивания микроскопические капельки масла оказываются равномерно подвешенными в жидкой среде, а стабилизирует всю эту конструкцию яичный желток. Масло тут на первых ролях, его содержание в конечном продукте может достигнуть 70-90%, поэтому калорийность у майонеза и вправду высока. Но все познается в сравнении. В 100 грамм высококалорийного майонеза содержится 614 килокалорий, а в оливковом масле без всяких добавок 824 килокалорий. А ведь именно оливковое масло мы привыкли считать основой здоровой средиземноморской диеты. Вкусный классический домашний майонез готов. Перекладываем его в стеклянную емкость, закрываем крышку и храним в холодильнике не более 5 суток. Заблуждение номер 3. Майонез забивает сосуды плохим холестерином. Все дело в содержащихся в нем яйцах. Действительно, ученые доказали, что животные жиры могут привести к нарушению липидного обмена и вызвать образование холестериновых бляшек в сосудах. Но это верно только в отношении людей, хронически страдающих сосудистыми заболеваниями. У здоровых людей прямой связи между уровнем холестерина в крови и содержанием липидов в пище не выявлено. Более того, здоровый организм способен нейтрализовать излишки холестерина, попадающие извне. То есть схема «съел жирную пищу, получил проблемы с сосудами» в 99 случаях из 100 не работает. В нашем организме все устроено сложнее. К тому же структура липидов в яичном желтке близка к той, что присутствует в продуктах растительного происхождения, например, в авокадо. Интересно, что среднестатистический житель Японии съедает в год примерно 380 яиц, а россиянин – 220. При этом японцы страдают от сосудистых заболеваний гораздо реже. В чашу погружного блендера вливаем 100 мл молока комнатной температуры, 1 столовую ложку лимонного сока, чайную ложку соли,
и чайную ложку сахара. Добавляем чайную ложку горчицы. 300 мл растительного масла разделим на две части. 3/4 от общего объема вливаем в чашу погружного блендера. В оставшемся масле перетираем 2 вареных желтка. Опускаем блендер до дна стакана и начинаем взбивать смесь на самой большой скорости, не поднимая блендер, пока масса не начнет густеть. Пока взбивается майонез, расскажу вам о 4-м заблуждении. Промышленный майонез не еда, а сплошная химия. Совет прост: читайте этикетки. В майонезе, сделанном по ГОСТу, из химии будет присутствовать разве что уксус. Но сегодня добросовестные производители часто заменяют и его лимонным соком, который по своему составу натуральный позитив. В роли структурализатора допустимо использование сухого молока или концентрата белка молочной сыворотки, аналогично натуральным сывороточным компонентам. Для придания соусу приятного оттенка топленого молока в него чаще всего добавляют каротин. Это натуральный краситель, он же провитамин А и антиоксидант. Загустители, если и присутствуют, то изготовлены из природного сырья, морских водорослей, камени рожкового дерева, клетчатки цитрусовых. От ранжиров, которыми нас особенно часто пугает интернет-сайты, в майонезе быть не может. Там нет ни пальмового, ни кокосового масла. Эти жиры твердые, они становятся пластичными лишь при нагревании, а майонез, сделанный по стандартам, получают исключительно способом холодной эмульгации. Соединяем желтки с основной массой и продолжаем взбивать до полного соединения всех компонентов и образования густого майонеза. Конец 5-е заблуждение. В майонезе может жить сальмонелла и другие опасные микрообитатели. В промышленный майонез не добавляют яйца, что называется, из-под курицы. Гораздо эффективнее использовать меланж или яичный порошок, то есть дегидрированный яичный концентрат. По сути, это натуральные куриные яйца, из которых удалена вся жидкость, но сохранены присущие свежим яйцам минеральный состав. В чем выгода? В гораздо меньших объемах. В 280 граммах меланжа помещается килограмм сырых яиц. И в длительном сроке хранения. Есть недешевые майонезы, которые делаются из сырого желтка при помощи специальных машин, придающих соусу ту самую шелковистость и однородность, за которую мы майонез и любим. Но и тут в дело идет только пастеризованное промышленным способом сырье. Никакие опасные микроорганизмы выжить в нем не могут. Перекладываем готовый майонез в стеклянную тару, закрываем крышку и храним в холодильнике не более 5 суток. Сегодня я рассказала вам о 5 мифах, преследующих майонез. Оказывается, не так страшен этот соус, как про него думают. А покупать майонез в магазине или готовить его дома самостоятельно каждый решает для себя сам. Помните, что все, конечно, хорошо в меру и не стоит есть майонез постоянно ведрами, но пара ложечек талию точно не испортит. Приятного аппетита и до новых встреч!